Ну, собственно, Кристина Николаевна нам основное все сказала. Могу только добавить, что у нас есть некий практический опыт работы в некой организации, где действительно с Сивилом что-то делали, но там для того, чтобы это делать, приходилось настраивать отдельно какую-то спецификацию, в общем, вносить в Сивил какую-то свою настройку, чтобы получить нужную информацию. И основные задачи, ну, вам их уже, видимо, Кристина Николаевна разослала, основные вопросы. Так вот, первое, можем ли мы вообще получать из Сивила то, что нужно для смет, ну, скажем, объемы земляных работ, что там еще делают, какие нужны характеристики, мы знаем. Но есть ли они в Сивил, мы пока не очень знаем. Ну, то есть они есть, но можно ли их получить? Это вопрос первый. Второй. Есть ли в Сивиле какие-то настройки, которые можно было бы передать пользователю, чтобы он не занимался у себя чем-то там, то, что уже сделано до него? Каким образом они передаются? Можно ли эти настройки вообще передавать из одной копии программы в другую? Ну и так далее. Технические вопросы. Ну и третье, может быть, какие-то вещи оттуда можно получить путем написания специального плагина. Там же в AutoCAD есть API. Может быть, с помощью API можно что-то более интересное получить. Тогда хотелось бы понять, что дает вот это API, и дальше мы можем посмотреть, как это сделать. Программисты у нас есть, безусловно. Ну вот, собственно, все. Коллеги, если позволите, я бы начал. У меня есть чем поделиться, могу свой опыт рассказать. Так, сейчас только постараюсь найти, как демонстрацию экрана сделать. Если никто Да, не против. отлично. Спасибо У меня, большое. скорее всего, просто это прям надолго лекция, минут на 10-15 я буду рассказывать. Так. Ну, если никто не против, я начинаю тогда, да? Да, конечно. Смотрите, с чего начинаем? Ну, надо отталкиваться вообще, какие работы у нас в принципе делаются. И в Сивиле один из основных разделов, который разрабатывается, это раздел генплана, да? Как вообще работа строится? Всегда на вход подается генпланисту какая-то съемка. Иногда это подается плоская съемка, иногда объемная съемка. Ну, как бы для него это старт работы. Далее всегда идет плоские решения, никто сразу же не начинает моделировать. То есть все всегда работают в 2D. Возможно, какие-то уникальные организации, допустим, работают в инфраворксе, да, ну, пока я не знаю, таким не знаком. То есть обычно все работают вот в плоских, это объекты полилиния, штриховка, блоки. Вот это то, чем как бы оперируют на старте объекты. И тут мы сразу же сталкиваемся именно с ограничением софтовым. То есть, если говорить про Revit, у него есть такое понятие, как категории, дисциплины и так далее. Да? Конкретные семейства, зафиксированные параметры. В принципе, просто создав объект, мы уже сразу же можем его, ну, то есть, заложив какую-то уже идеологию туда и оперируя теми возможностями, которые нам софт в Revit, ну, Revit позволяет, мы сразу же понимаем, как с этими объектами работать. В AutoCAD все сложнее. Так, ну, сейчас немножко переключусь. Вот пример, который я, в принципе, показывал, да. Вот, если я вот так сейчас возьму все и перекрашу в один цвет, то никакой человек не разберет, что это там штриховка газон, это здание или это просто вот понимает человек. То есть это чисто человекочитаемые такие данные. Чтобы они стали чуть более машиночитаемыми, их разносят по слоям. Да? Там кто-то на какие-то слои раскладывает вот эти все вещи. И, в принципе, мы можем их как бы оперировать. Но это тоже очень ненадежная субстанция. Случайно взял, поменял вот так вот, и все. У тебя это совершенно другой объект, там тротуар стал там зеленью. Да? Поэтому к этим вещам мы привязаться не можем. Что мы можем здесь? Есть в Civil такой инструмент, называется набор характеристик. Возможно, вы про него и говорили. И что он позволяет? Он позволяет к любому элементу Civil приклеивать любые данные. Тут данные есть как текстовые данные, есть программные данные, они достаточно скудные.
Так, сейчас покажу, допустим, пример. Ну, по зданиям раз говорим, да, так, по зданиям. Вот, видим, да, то есть те типы объектов, которые у нас в CL есть, тут большинство из вот того этого списка, это просто фантомная часть от того, что было в мепе или в архикаде, оно тут отсутствует. Ну, допустим, там у нас крыши нету, у нас нет потолков, да, в Civil, колонн у нас нету. Но здесь они как-то отображаются. Вот. И, соответственно, с тех объектов, которые мы есть, мы можем им задавать вот, так называется, произвольная характеристика, то есть это любое текстовое значение, любой текст. Этому тексту мы можем дополнительно задавать тип, ну, то есть это произвольная характеристика вот с такого списка, да, то есть это может быть integer, там double, текст из какого-то конкретного списка заранее заготовлено, булевые значения. То есть вот какие-то такие вещи мы можем задавать здесь. Потом про то, что я говорил, скудные программные характеристики, это то, что в Civil, ну, вот эта информация есть, но она, ну, скажем так, системна и выводится без проблем, в Navis передается без проблем. Все здесь как бы хорошо. Основное, что нам отсюда может пригодиться, это обработка, он же handle, то есть именно через вот этот элемент мы можем, точнее через вот это свойство мы можем к элементу обратиться. Ставим, да, вот у нас получается у каждого элемента у нас появится handle. Так, это у меня что? Тэпы. Обработка. Здесь также, да, есть идентификатор объекта, в принципе, то же самое, но через обработку как-то получается надежнее работать. Так, окей. Все. Это то, что у нас, как бы, какие данные есть. Вот она, видите, пришла обработка. То есть вот это уникальный идентификатор этого объекта в данном файле. Вот у вот этого элемента 6AC. Ну и, соответственно, вот эти произвольные характеристики, да, которые я здесь указал, вот здесь это получается площадь и наименование. Наименование на произвольной характеристике из заранее заготовленного списка. Если говорить про экспликацию, то здесь просто любые текстовые значения, да, то есть здесь человек вот эти вещи должен выносить. То есть то, что вы спрашивали, как можно передать, то есть вот эти все вещи, да, структуру мы можем передать. А от человека нужно это просто заполнить будет, вот эти вещи. Ну, здесь как бы принцип простой. Если вы сами туда это данные не заложили, то никак их оттуда обратно извлечь не получится. Сами они там не родятся. И за счет того, что все типы объектов, да, что газон, что у нас здание, что тротуар, это один тип объект, да, так, видите, это все штриховки. У нас разделение, только говорю, вот с помощью вот таких вот наборов характеристик можно разделить, что это разные вещи у нас. Так, если продолжать, да, про набор характеристик и про API. Есть текстовые поля, есть программные поля, вот с этой желтой молнией, есть поля, которые получаются с помощью API. То есть, зная вот этот handle, мы можем создать формульные характеристики, прописав тут небольшой код, обратиться к элементу, вот он, так вот, handle to object. То есть, зная вот эту обработку, которую мы заранее, да, там определили, вот она у нас есть желтая у этого же объекта, мы, в принципе, получаем какое-то свойство конкретного этого элемента. Вот. С этими характеристиками все не так круто. Мы вот эти все вещи в пакетном режиме обрабатываем. То есть, короче, если у нас вот этот файл передавать в Navis, мы в основном всю обработку в Navis проводим, да, он очень чувствительный, да, когда у нас нет активного application AutoCAD, да, то есть AutoCAD закрыт, а Navis открыт, то вот эти свойства у нас, они исчезают и будут прочерки, вот такие вот. То есть он по умолчанию получает вот такое значение. Если AutoCAD открыт конкретный документ, и в этом документе есть конкретный handle, то он с этого объекта считывает конкретное свойство. Если этого нет, то получить вот два прочерка вместо вот этого свойства. То есть в случае пакетной обработки чертежей, если у нас вот эти файлы DVG, в которых мы изначально работали, закрыты, все, вы этих свойств не увидите. Это проблема. Она может решаться костыльно, открывая вот эти DVG и, допустим, оттуда экспортируя в Navis. Либо, чего делать? Либо, сейчас мысль ушла. Либо вот эти вещи переводить все в текстовые значения. То есть, ну, брать их отсюда и отдельно вставлять их как произвольные характеристики, но тогда еще как бы теряется динамика. Вот эти свойства, они, то есть, динамически изменяются. Ну, вот пример, смотрите, вот эта площадь, она считывается автоматически, я ее изменить не могу, да? Она сама автоматом считается. Так.
Видимо, из-за демонстрации тормозит так. Хорошо, вот. Я посчитал, видите, у меня площадь изменилась. То есть вот эти вещи, они как бы берутся автоматом. Вот сейчас второй раз поменяю, то, что там площадь изменится. Видите? То есть такие вещи мы, по идее, можем забирать, брать оттуда и с ними работать. Помимо того, что мы можем с этими элементами работать, эти данные мы можем ну, в любом нужном виде их выводить. Я предварительно настраивал вот эти таблички по тем, там, ну, может, по ГОСТам, по которым нам требуется, или которые у нас в нашей конкретной компании применялись. Это вот по разным типам объектам, разная информация. То есть все, что здесь выводится, это считывается с конкретных объектов. Здесь как минус для проектировщиков, да, для оформления документации, тут выводится поэлементная ведомость. То есть каждая конкретная цифра, вот это отдельный элемент физический. Это, кстати, ну, именно для подсчета прям реально шикарная вещь, потому что мы всегда из общей цифры можем понять, из чего она состояла. И в случае каких-то, допустим, проблем всегда можем найти, ну, разложить обратно, то есть и вернуть, как все это у нас было изначально. Так, вот это у нас пакет адаптации, и все вот эти вещи, они в пакете адаптации есть. То есть мы обратно можем к этому объекту вернуться. Вот, допустим, где у нас там тротуар из бетонной тротуарной плитки, вот это 9,4. Я Ctrl зажал, щелкнул, вот у меня вот этот вот получается участок, вот он. Вот это он и есть 9,4. Так, сейчас закрою лишнее. Вот он, 9,4 площадь метров. Да, понятно это? Понятно то, что я показываю? Да, все понятно. Все понятно, хорошо. То есть, ну, вот такого типа данных мы можем выводить. Они спокойно экспортируются в Excel без всяких различных дополнительных, короче, без всего что угодно. В Excel они выводятся, я сейчас не буду делать, потому что у меня какие-то тормоза с системой идут, то очень долго будет это экспортироваться. А так вообще это работа мгновенно. Просто взяли, все, вылетели, всю информацию сделали. То есть такие таблицы можно формировать как угодно. То есть это в плане того, что то, что получается люди делают именно на 2D решениях, да, то есть это еще такая 2D модель, ну, модель как некое упрощение, но не та модель, которую обычно хотят видеть заказчики. То есть штриховки вот эти никому не нужны. Так, если говорить про ту модель, которую хотят видеть заказчики, то это обычно твердотельная модель, да, вот все хотят видеть ее. Это целый процесс, чтобы ее получить. И тут очень важно, что такую модель, которую хочет видеть заказчик, твердотельную, она проектировщику для того, чтобы оформить документацию, совсем не сдалась. Она ему не нужна. Все вот эти красивые 3D модели, которые вы видели, проектировщику они не нужны. Это для него отдельная работа, если вот конкретно про Civil говорить. Отдельный вид работы. И особенность здесь такая, что у нас получается вот здесь родительские объекты. Из этих объектов мы получаем дочерние объекты. И только с дочерними объектами, ну, то есть получаем какие-то атрибуты. И в случае изменения родительских каких-то объектов, то в 95% вот эти объекты нужно будет на ручнике все править. Это очень большая проблема, когда нам нужно что-то поменять. А проект это все-таки постоянные корректировки, постоянные изменения, ну и вообще страшное дело. Так, это то, что касается вот этих вещей. Ну, теперь, да, вот про вот эту твердотельную модель и тоже те примеры, с которыми мы работаем. Так, вот это учебная модель, я вам ее передам, поизучайте ее, посмотрите. Она специально сделана как раз для учебы. Так, здесь уже вот эти наборы характеристик, они, если, то есть вот в этом файле, они создавались наборы характеристик с той структурой, чтобы выводить конкретные ведомости и спецификации, да, ну, то есть для оформления документации. Вот они, да, видим, что ведомость тротуарной плитки, ведомость бортовых камней и так далее, вот все вот эти вещи, да, то здесь уже этот же функционал используется совершенно для другой задачи. То есть мы для элементов, определили структуру. Часть данных, тут часть атрибутов из этой структуры, они приходят автоматом, содержатся в Civil, часть мы добавляем сами на ручнике. И у нас в нашем разделе ПТО, вот наша компания Gravion Construction,
Специалисты также с этой моделью работают в Nevis. Сейчас тоже чуть позже покажу, в чем работа заключается. Они определили нам, какие метрики им необходимы, да, то есть, ну, условно, там для того, чтобы посчитать объем материалов и объем работы, допустим, для какого-то там покрытия дорожного слоя, им необходима площадь. Вот, соответственно, мы должны обеспечить наличие элемента площадь у данного элемента, да. И, соответственно, мы должны обозначить, что это материал. Здесь тоже все не так гладко, ну, тогда чуть об этом попозже. Для бортовых камней площадь, соответственно, она не должна быть, у него другая метрика ключевая, это длина. То есть мы по длине бортового камня понимаем, ну, сколько у нас элементов и какие у нас там вспомогательные работы и ресурсы для этого должны быть. Ну и материал здесь аналогично. Чтобы работать в Nevis уже, нам нужно вводить какую-то классификацию. Здесь сейчас как раз зашита классификация, не знаю, там американская система VBS, то есть Workbase, там последнее слово не помню, сегментация или еще что-то, то есть разделение по видам работ. Она дальше используется в Nevis. То есть вот, когда мы в Nevis переходим, та же самая модель, да, собрана из разных файлов. Опять, да, напоминаю, что это файлы уже дочерние, да, это не основные файлы, с которыми проектировщик работает, а дополнительно отдельно полученные файлы. И здесь уже формируется рабочая книга, то есть из конкретных разделов по той сегментации, которая у заказчика есть, да, по видам работ. И вот здесь уже у нас есть разделение по захваткам. И на каждой захватке у нас определенные виды работ. И в каждой работе есть какой-то материал, который мы используем для выполнения этих работ. Сейчас я тут найду, где-то там их несколько должно быть. Так. Вот да, вот пример. Что у нас, допустим, для устройства подстилающих выравнивающих слоев, во-первых, используется элемент, и здесь как бы его объем равен объему тому, ну, как бы объему элемента. А битум строительный уже на основе вот этого объема этого элемента, то есть происходит какая-то корректировка. То есть таким образом, так как у нас теперь все модели содержат необходимые атрибуты, да, они все в Nevis передаются как бы без проблем. Так, сейчас вот. Вот они, на вкладке объект. Так как они все, видите, сюда пришли, они содержат классификационный код, который, по идее, проектировщик должен заложить, а для них это отдельная нагрузка, и они не всегда знают, не всегда понимают и никогда этого не хотят делать. Именно по нему, да, происходит сопоставление вот этих всех вещей, и мы понимаем, там, какие у нас, ну, ключевые метрики там у данного элемента. То есть в данном случае мы, конечно, видим все, что приходится, берется с элементов, но ключевые метрики там для устройства ссылающего слоя у нас, конечно же, является там площадь. Все, отсюда мы получаем. Ну, здесь мы точно так же XML экспортируем. Так, экспорт. Да, вот в Excel. Excel экспортируем. Там либо выбранные показать, либо вообще все, что у меня здесь в книге есть. Вот здесь все. По всей моей автомобильной дороге. Все выплевываем, а дальше уже обрабатываем. То есть у нас сейчас работа построена, что мы все это обрабатываем в Excel и получаем супер крутую инфографику, от которой все, кто видит, в восторге. Наши специалисты ПТО, наши сметчики, они, когда элементы, ну, вот в таком виде предоставляются, когда они имеют уже оговоренный набор атрибутов, для них это прям супер круто. Они говорят, что там то, что они бы считали там с документацией неделю, они эту работу выполняют там за несколько часов. Потому что выбирать такие элементы, ну, становится как бы сплошное удовольствие. Все понятно, у всех есть вот эти свойства, там, где вот они, здесь. Да. Свойства, то есть различные объекты у нас, ну, говорю, во-первых, классификация есть, да, то есть мы можем выбирать объекты по конкретному классу, там, вот, допустим, да, я что-нибудь другое выберу, вот какие-то там бортовые камни, еще что-то. И за счет того, что они принадлежат какому-то конкретному классу, у них есть конкретный оговоренный набор атрибутов. Ну, говорю, здесь это учебный проект, поэтому я здесь сильно не заморачивался, чтобы все прямо были свойства. Вот, ну, сложность всего вот этого, то, что это дочерние объекты. Проектировщик работает с родительскими объектами, то есть не с 3D-телами, которые вот здесь я только что показывал, а работает с коридорами. А коридор — это один единый неделимый объект.
И пока что наработанных методик, как привязать все вот эти характеристики к тем вещам, и чтобы их потом они именно были поэлементные, да, чтобы их обрабатывать, пока не придумано. Есть идеи, вот там в чате по Динамо это как раз обсуждалось, там с помощью кодирования это сделать, но пока реального какого-то результата я не видел. Все, я закончил. Еще не закончил отставить. Так, смотрите. Проблема в чем? Проблема была ниже следующем. По нашим нормам и расценкам, вот, допустим, у нас есть слой, и толщина у этого слоя, да, толщина у этого слоя 5 сантиметров. Все, по нормам пройдет. У нас есть работы, укладка, там слоя покрытия 5 сантиметров из асфальтобетона. Все нормально. А в случае, если у нас идет 7 сантиметров, то нормами сметными предусматривается устройство 5 сантиметров, и потом по полсантиметра, по-моему, это доборными. То есть еще 4 вот этих слоя доборных. Но проектировщик так не моделирует. И вопрос, как потом вот этот элемент разделить его, то есть вот это, если у него было бы, допустим, не 5, а 7 сантиметров, разделить его на 5 и 4 по 0,5, вот это тоже пока абсолютно непонятно, и мы этот вопрос не решили и, короче, пока от него отказались. Это те проблемы, с которыми мы уже столкнулись, и решения пока их не нашли. Все, вот теперь точно закончу. Так, а можно несколько вопросов Да. вам задать? Вопрос первый. Вот эти свойства, вы сказали, что они привязываются к элементу civil. Что имеется в виду под элементом? Полилиния, штриховка, это что вообще за элемент? На чем висят эти свойства? Эти свойства, то есть вот, еще раз, да, пока смотрите, у нас есть как бы категории, да, группы свойств, то есть они, видите, то есть, ну, то, что вот это вот слева это группа, справа это перечень свойств, которые в эту группу входят. И здесь они, ну, немножко отличаются. Но здесь, говорю, сделан для документации. А далее вот те типы объектов, к которым они могут относиться. И здесь представлены вообще все объекты. Это и полилиния, и штриховка, и блок, и 3D тело. Можно к любому объекту вот это свойство приклеить. Ну вот на практике все это клеится, видимо, к каким-то плоским объектам. Почему? Изначально. Не обязательно. Ну вот, смотрите, я же показал. Вот здесь штриховка это плоский объект, Да. полилиния это плоский объект, да, с помощью, говорю, формульных характеристик у него считывается длина, да, автоматом, и он тоже будет меняться. Вот сейчас. Так. Вот взял, вот, смотрите, поменяй, и вот здесь длина, сейчас она изменится. Раз, видите, длина изменилась. Но точно так же это может быть и для объемных объектов, то есть объект, допустим, 3D тело это уже объемный объект. Точно так же это может быть применено к поверхности, да. То есть поверхность, как это элемент civil, вот она поверхность. И у нее тоже свойство может быть выдернуто и все. Ну, это понятно, что можно их привязать к чему угодно. Но на практике, вот как я понял, все-таки все начинается с двумерных каких-то с плоских объектов, и потом уже оно собирается там, с помощью каких-то средств дочерних объектов и так далее. Это так? Не обязательно, не обязательно. Ну, извините, что я вас перебиваю. Вот, смотрите, объект поверхности, тин, поверхность тин, и вот все свойства, которые можно с помощью формульных характеристик вытащить, да. Здесь как раз у нас площадь есть. Ну, полезные характеристики две. Площадь 2D, площадь 3D. Вот это чисто сивиловский объект. А Это объем? формульная характеристика, то есть через API считана. Но точно так же мы можем сюда приклеить любое значение. То есть Civil не понимает, что у нас это за поверхность. Покрытие, газон, так что угодно, да. Это только мы, как специалисты, как человеки, понимаем это. И чтобы это понимал компьютер, мы ему должны это тоже объяснить. По сути дела, вот эти все вещи можно, ну, я бы как... то есть у меня вот опыт есть по работе с классификацией в GIS-системах. Там как это все работало. Когда мы создаем объект, ему сразу же присваиваются нужные вот эти наборы характеристик и какие-то вещи, то есть по умолчанию вносятся. То есть человек выбирает, что он там рисует. Он рисует дом, ну там здание. Он щелкнул, выбрал здание, и сразу же ему присвоится конкретная таблица, да, то есть структура данных, и он уже вносит конкретные значения в эту структуру. Здесь это все происходит, во-первых, рандомно, да, то есть я могу там, ну, короче, сейчас давайте немножко отступление сделал сначала. То есть вот здесь я могу добавить текстовое значение. Пример. Да, пример.
пример. Раз. Вот у меня будет текстовое значение пример. И в этот пример я, соответственно, могу вписать, что захочу. Захочу написать, что это газон. Выбрал элемент, щелкнул. Пишу, что это у меня газон. Газон, да, газон. Все. Теперь у меня Civil, ну как компьютер, да, в целом, он понимает, что у меня вот этот элемент, если я буду обращаться к этому свойству, да, у этого объекта, то он будет понимать, что это газон. То есть вот таким образом можно все это назначать. А по поводу классификации, я говорю, да, то есть, ну, говорю, там в GIS-системах, там, в MapInfo, в том числе, в Civil тоже классификация есть. Но классификация не работает, по-моему, с наборами характеристик. Можно привязывать конкретные вот эти наборы. Это если говорить обратно, сейчас возвращаюсь вот в этом чертеже. Так, вот. Смотрите, то есть, видите, ну, у меня это проезд, у него одни наборы прикреплены, видите? Ведомость проездов, ведомость тротуарной плитки и ТЭПы. У газона, если я выберу, у него другие наборы прикреплены, видите? Газонные покрытия, площадки или ТЭПы. И только я, как человек, понимаю, какие наборы правильно будет прикрепить к этим объектам. И вот эту вещь можно автоматизировать за счет создания классификатора. Выбрали, что рисуем тротуар, вот к нему прикрепляются нужные 3 набора. Выбрали, что рисуем здание, вот к нему прикрепляются там 2 набора. Ну, это как бы в общем. Но с силовскими объектами, я говорю, пока нет понимания, как это можно реализовать. Понятно. А вот такие характеристики, ну, чисто геометрические, физические, площадь, объем, оно обычно считает само или это тоже надо где-то там формулы самому вводить? Смотрите, там Это есть площадь. абсурд в этом плане. Допустим, если говорить про полилинию, да, ну по факту у нее должна быть нормальная характеристика. Длина, да, длина вот у нас есть, площадь у нас по сути Да. дела есть. Если мы рисуем, допустим, штриховку, так, у нее тоже здесь есть площадь, да, площадь. Вот Мгм. площадь у нас, да, есть. Так, это, по-моему, да, это не то, это у меня уже приблуда дополнительно стоит. Вот у нее по умолчанию вот эта стандартная площадь есть. Вот, но вот эти данные, если мы сейчас просто их экспортируем в NAS, они не придут туда, ни длина, ни площадь. Ну, штриховка, в принципе, объекта вообще исчезнет. Он как бы не отобразится от слова совсем никак. А вот наборы характеристик, они в NAS приходят. И здесь что Ну, важно? Здесь важно, что у нас, опять говорю, у нас есть так вот ведомость бортовых камней, вот эти программные характеристики. Если говорить про типы объектов, так, вот полилиния, видите, программные характеристики у нее немножко расширить, и у программной характеристики есть площадь. И вот эта площадь, она будет стабильно работать без всяких различных формул и без всяких различных проблем. Но, если мы перейдем, допустим, в другой объект, когда у нас вот штриховка, у штриховки программной характеристики площадь не будет. Вот это как бы абсурд. И площадь мы можем получить только обратившись через API к обработке этого элемента, то есть к handle. А вот эта штука, она очень, ну, такая ненадежная, короче. Тут есть, говорю, только костыльное решение. Точнее, есть 2 костыля. Первый костыль — это держать открытым файл в момент открытия его в Nevis, то есть открытым в Civil в момент открытия в Nevis, либо выводить его, то есть дублировать в текстовое значение. Оба варианта плохие. понятно. Ну, хорошо. А вот вы говорите, что вы делаете отдельно спецификации там какие-то и прочее. Вот эти спецификации можно как-то один раз настроить и потом, допустим, передать вот эту спецификацию, форму ее какому-то клиенту другому? Или он должен это делать у себя? Нет, смотрите, именно Обязательно. сама форма, она уже настроена, да, то есть мы ее настроили, включили в пакет адаптации, то есть шапка вот эта, она есть у всех. То есть смотрите, открываю новый файл, он у меня есть вот в этом шаблоне, да. Так, все, шаблон открыл. И здесь уже все преднастроено. То есть если я начинаю рисовать что угодно, вот раз нарисовал, и добавляю вот конкретной линии набор тех вещей, которые я мог бы добавить. Здесь, смотрите, вот, ну, те наборы характеристик, да, которые я создавал, сейчас еще раз сюда вернусь.
вот те наборы характеристик в конкретном файле, да, который создал чертеж 2, вот он у меня открыт здесь. Вот Сорокин, автор изменений. Смотрите, у меня есть ну, много-много-много наборов характеристик, но они применяются все к разным типам объектов. Да, вот видим, что у нас здесь полилинии, здесь там трубы, штриховки, блоки, там и так далее. Вот сейчас я создал полилинию, так, вот ведомость бортовых камней, и для полилинии вот этот как бы смысловая группа с набором характеристик, она единственная, которая может быть добавлена. И вот она здесь у меня как бы одна единственная отображается. Вот она, ведомости бортовых камней. А это системная штука, которая позволяет формульным характеристикам работать. Она как бы всегда ко всем объектам должна добавляться. Все, нажимаю ОК. И вот у меня, видите, все вот эти наборы сюда пришли. А так как пришли все наборы, то я могу уже, если у меня установлен пакет CountryKit, либо я просто сам перенес вот эти штуки, здесь у меня получается, я могу выводить эти ведомости. Так, вот ведомость бортовых камней. Щелкну, раз, вот у меня ведомость моя пришла. Все, она вся настроена, и она будет содержать все элементы, которые у меня сюда здесь попадают. Ну, сейчас для примера сделаю, там, чтобы несколько было, и немножко их поменяю по-разному. Так, раз, два, и мне нужно к этой таблице добавить объекты, добавить, убираем. И выбираем, какие объекты сюда. Вот все, они мне здесь прилетели. У каждого считалась характеристика и сумма отобразила их. То есть видите, что я с пустого файла при наличии пакета адаптации у меня все есть, все работает. Ну а дальше там Это, куда надо. да, это я как раз понимаю. А вот теперь, собственно, вопрос немножко другой. Вот, допустим, я хочу сделать какую-то свою ведомость того, чего мне нужно. Включить туда нужные мне колонки, нужные характеристики, они там, пусть они там все есть и так далее. Ну, видимо, это сделать можно, раз уж есть вот этот пакет адаптации, значит, кто-то это сделал. Я сделал, Один да. раз. Я Ну, сделал все неважно, один там, раз. вы сделали, неважно. Это важно, это важно. Авторство не забираем. Хорошо, значит, тем не менее, Civil это делать позволяет. Ну, раз вы сделали, значит, позволяет. И вот теперь вопрос. Вот, допустим, вы там, я, неважно кто, сделали какую-то свою спецификацию, ведомость, там, как хотите Угу. назовите. И я хочу вот эту ведомость кому-то отдать, клиенту своему, другому, на другую копию Сивила, на другую копию автокада и Угу. так далее. Это возможно? И вообще, насколько это сложно? Или ему там придется тоже еще 1000 кнопок нажимать, чтобы это заработало? Это несложно, и это абсолютно возможно. Во-первых, что ему нужно? Ему нужно, ну, вот смотрите, вот я сейчас показываю процесс настройки, то есть я только что добавил еще одну характеристику, и у меня есть возможность теперь эту характеристику вот сюда добавить. Вот я назвал пример ее, нажимаю сюда пример, окей, то есть у меня сейчас, видите, примера здесь нет, у меня примечание это крайний столбец. Нажимаю окей, и у меня сейчас, так, сейчас прогрузится, вот у меня, видите, пришло сюда значение. То есть я взял и донастроил любую таблицу, как захотел. Так, таблицу донастроил. Как передать? Передать несложно. Вот те все настройки, которые вот здесь вот есть, все спецификации, которые здесь отображены, они хранятся в самом файле. То есть это вопрос шаблонов. Перенести этот в тот файл, где этого нет. Файл создать, сейчас пустой файл создам. Там вот вообще ничего нет, он просто, блин, еще долго надо будет загружаться. Вообще, он просто пустой, там нет абсолютно ничего. Вот прям совсем. Чтобы туда перенести эти данные, мне нужно просто вот эти преднастроенные характеристики из того файла, где это было, скопировать, и у меня эти характеристики появятся, вот эти характеристики, спецификации таблицы появятся в том файле, то есть в целевом, в котором мне это нужно. Это все делается одним простым кликом. Так, ну, драг-н-дропом точнее. Но можно, я думаю, что написать плагин, который будет делать это еще проще. Так, сейчас говорю, долго загружается. Вот, это, но это как бы половина таблицы. Вторая половина это уже заготовленные команды. Сейчас тоже покажу, как они работают.
Так, вот, видите, пустой файл, который нисколько не весит, у меня открывался целую минуту. Видите, если я сейчас сюда захожу, у меня нисколько наборов характеристик нет. Фильтрацию снимаю, спецификации у меня тоже, видите, нисколько нет. Теперь я перехожу к другому файлу, где у меня эти вещи, видите, настроены, да, вот они все у меня есть. И тут же есть, видите, сколько спецификаций. Но я вот теперь беру эти спецификации и перетаскиваю их вот сюда. Оп, все спецификации теперь у меня есть в этом моем файле, и они автоматом подтягивают все наборы характеристик, которые были. Все, теперь в пустом абсолютно файле, только что 10 секунд назад он был, выбираю и могу сюда добавить вот эти необходимые наборы. Видите, ну то же самое получается. Тут какие-то значения вбиты по умолчанию, поэтому тут такие вещи сразу же присваиваются по автомату, что, конечно, тоже не совсем корректно. Все, и Хорошо. вторая часть, да, прошу прощения, закончу. Вот у нас это те команды, которые вызывают спецификации. Это обычные макросы в автокаде, ничего сложного. Как они работают? Тут просто прописана конкретная команда, вот она конкретная команда, schedule, ну, добавление спецификации. А дальше просто прописаны параметры, и в одном из параметров прописано, какая конкретно спецификация должна в момент там, вот, нажатия вот этой кнопки создаться. Все. Ну, то есть, если посмотреть вот это 0.2, там, ведомость площадок, то у меня должен быть, соответственно, чтобы эта кнопка заработала, в этом файле должна быть такая спецификация, которая именно так и называется. Так, фильтрацию снимаю, спецификация, вот она, ведомость площадок. Если она есть, то эта кнопка сработает. Если ее нет, то он скажет, ну извини меня, такой штуки нет и все. О чем, кстати, пользователи периодически пишут в чатах. Ну, то есть я так понял, что если мы условному клиенту передадим какой-нибудь вот только что вами созданный пустой файл, в котором нет ничего, кроме вот этих определений спецификации, то он легко может из него перетащить в свой проект все вот эти настройки, спецификации и так далее. Да, Это так? да. Мгм. Ну, видите, вот то, что я показал, как бы я сделал это за 20 секунд. Но для кого-то это может быть сложно. Ну, вот это уже вопрос квалификации, документации и всего остального. Понятно. Хорошо. А вот принято ли у тех, кто в Севеле работает, и вообще есть ли такая информация, вот сметчику для того, чтобы что-то осметить, ну, там есть земляные работы, 100 кубометров чего-то. Но надо понять, вот эта земля, которая оттуда выкапывается, она, скажем, в отвал вырабатывается, или в самосвал грузится, или еще там это экскаватор или бульдозер и так далее. Вообще это вопросы ПОСа. Вот когда делается проект в Севеле, у вас, как у проектировщика, есть информация о технологии? Нет, откуда я знаю? Мне главное объем посчитать, а куда это все деваться будет, я даже понятия не имею. Мгм. Это на самом деле, да, тот вопрос, мы с ним сталкивались, это вопрос классификации, да, потому что обычно в классификацию закладывают вот эти технологии работ, а обычно проектировщик, ну, он этого не знает. И про тот объем, который вы говорите, вот цифру, объем земных работ, ее можно получить, да, с помощью формульных характеристик, которые я показал, здесь их нигде нет. Да-да. Это можно получить. Тут проблема в том, к чему, ну, к какому элементу это привязать. Потому что если мы, допустим, давайте тоже быстро прострою. Так, вот поверхность. Там поверхность другая будет, не сработает. Ладно, смотрите, вот, допустим, есть какая-то поверхность, и вот есть какая-то другая поверхность, да, вот сейчас прям придумаю на ходу, Да. создать из объектов, так, стереть, назначить, окей, так, надо было что-нибудь другое назначить, да, минус 50, все, окей, назначил, сейчас 5 сек буквально, то есть я сымитирую вот этот момент того, что у нас есть существующая проектная поверхность, так, перенес, добавляю ее там к отдельной поверхности, создаю новую, допустим, там поверхность, это у нас что будет проект, то есть там у меня была существующая, это пусть будет проектная. Все, окей, окей. То есть смотрим, что у нас получилось. Ну, две какие-то поверхности, простые, вот они. Так, это вы, а вот это не вы. Вот они, да, вот эти две поверхности, вот они. И хочу я между ними найти объем земляных работ. В Civil для этого есть отдельный тип объектов, поверхности для вычисления объемов, вот она.
Здесь я задаю, соответственно, одну поверхность и другую поверхность, да. Вот это существующая, которая у меня была, и проектная поверхность. Все окей. У меня на пересечении создается отдельная поверхность, там, где они совпадают. Вот видно, не видно, как выделено. Видно, видно, да. Вот. И да, у этой поверхности тоже опять в свойствах внутри у нее есть вот эти вещи, да, объем выемки. Объем выемки, объем насыпи. Да. По сути дела, да, ну и как бы разница будет, дельта. Мы их тоже можем как бы вытащить, вопрос как бы к чему их привязывать. Потому что вот если как бы посмотреть, как это все выглядит в 3D, это же не отдельные 3D тела, да, то есть они, видите, там дельта какая-то вот внизу, она получилась, простроилась отдельной поверхностью, то есть она смотрит одну отметку, другую отметку, разницу между ними делает и откладывает ее. Вот, и строит, соответственно, на этом участке поверхность. Вот эта поверхность, она как бы несет аналитический смысл в себе. И никакого физического, то есть смысла, если мы передадим вот такую модель, точнее, да, в Navis, она не будет нести. Это просто как бы элемент расчета, анализа какого-то. Но смысла, что он там где-то будет у меня на 100 метров ниже от всей моей модели, да, всей моей поверхности, от этого не будет. И что мы можем сделать здесь? Мы можем между вот этими элементами выдавить там 3D тело. Ну, давайте сейчас попробуем, вот посмотрим, получится, вообще не получится. Так, одна поверхность, другая поверхность, да, вот мы выдавливаем между ними тело. Фиолетово пусть оно будет. Окей, вот мы построили тело. И этому телу мы можем приляпать характеристику объема. Да, она в принципе сразу же вычислится. И то есть к этому объекту можно привязать объемы. Тут другой вопрос, да. Такую характеристику мы привяжем, но если мы просто сделаем сейчас вот именно в таком виде, вот как я сделал, то у меня получается здесь только насыпь. А если, допустим, я буду делать, ну, то есть на реальной поверхности у меня будет много-много где-то насыпь, где-то выемка, вот будет гуляние, а получится одно сплошное тело. И здесь нужно будет разделять и выделять отдельные объекты. При этом они как бы будут, ну, получается как бы набор отдельных сольдов. И по сути дела у каждого сольда будет вот такая характеристика, как объем. В сумме они будут давать ту же картину, как и картограмма земных работ. Ну, там плюс-минус с учетом метода подсчета погрешности. Можно, по идее, привязать, но, говорю, такие вещи никто не делает с проектировщиков. Это как бы уже, ну, скажем, такое извращение, что ли, моделировочное. Иногда спрашивают вот эти вещи. Но, говорю, проектировщикам вот это не нужно от слова совсем. Цифру передали. Обычно привязываем ее к этой цифре к поверхности. То есть вот мы берем проектную поверхность, привязываем цифру, и чтобы она тоже динамически менялась, мы просто объект, handle подсовываем не вот этого объекта, а handle подсовываем вот этой поверхности и все. И они, по сути дела, хватаются автоматом, все отражается и все отрабатывается. Но в Navis там выбрать элемент и конкретно его померить, вот эту метрику там, это невозможно. Ну, что там будет в Невисе, это проблема Невиса. Вот мы сейчас с точки зрения сметчиков Невисом не очень интересуемся. Ну, понятно. То есть, видимо, это делается, но с помощью достаточно каких-то тяжелых манипуляций. Ну, скажем так, методики. Это не тяжелая манипуляция, просто это некий технологический процесс, который реализован, не скажем, не очень гладко. Хорошо. Ну что ж, у меня пока больше вопросов нет. Спасибо. Коллеги, давайте, наверное, дадим слово нашим другим участникам сегодняшней встречи. Саш, большое тебе спасибо за пояснение. Я бы точно не смог это рассказать, как ты, хотя примерно представляю, что у нас в пакете адаптации, как с этим работать. Александр, Альбина, прокомментируйте, может быть, свою позицию, как вы это видите. Не обязательно показывать какие-то блок-схемы, как у Саши. Я понимаю, что после такого сложно будет как-то впечатлить суперски, но поделитесь, пожалуйста, тем, что у вас на проектах актуально, и как вы с этим работаете, как, в принципе, со сметчиками у вас происходит взаимодействие. Так, всем добрый вечер. Вот, конечно, Александр тут нам целый вебинар провел, надо запись будет выкладывать на общее обозрение. По сметам я могу судить, и Цивилу больше, наверное, со стороны даже сметчика.
Вот, у меня довольно большой опыт, занимаемся железными дорогами. Вот, больше 6 лет считаю железные дороги и все, что с ними связано. Но по привязке проектов, так как тоже занимаюсь и проектированием, модели делаю, вот, тут, конечно, со сметами довольно так проблематично, вот, но выработал небольшую, как сказать, даже не методику, но вот Александр всех нас научил работать с наборами характеристик, и я думаю, и большинство работает через наборы характеристик. Так, сейчас я попробую демонстрацию экрана включить. Видно. Видно, да? Вот, это... Но здесь, как бы в этой модели, в этом проекте не было особо задач считать это именно в сметных программах. Вот, была задача показать реальные затраты. Вот, потому что, все равно сметы это хорошо и интересно, но практически сферический конь в вакууме. Потому что там очень много лишних материалов, соответственно, у нас нет той техники, которая прописана в расценках. Вот, здесь мы считали просто по объемам характеристик, исходя из там стоимости и объема сольда, который получался. Ну, естественно, умножали на какой-то коэффициент уплотнения. Так, сейчас. Одну секундочку. Ну, то есть брали, если, например, давали какое-то имя балласт, вот, коэффициент уплотнения по нормативке, указывали материал, стоимость, объем и получали какую-то цену. Вот, и также была связка, но это уже для Navisworks, как я слышал, который вас мало чем интересует. У меня была тут связка с выгрузкой этих характеристик в Excel, потом загрузка это всего в Microsoft Project, и уже из Project мы в Navis выносили. Вот, но там были маленько другие объекты, и в эти объекты я также уже закладывал работу. То есть вот разработка там грунта экскаватором. Вот, если, я не знаю, сейчас найду, не найду я этот грунт. Этот грунт точно не найду, но какие-то именно объекты у меня несут с наименованием работ. То есть, естественно, здесь не было связки с расценками, там, сферами какими-нибудь, с гэсными. Вот. Но именно наименование работ я прописывал через наборы характеристик в Civil. Вот. Связки как бы могут быть разные, но, конечно, тут, как я, такая большая проблема, это то, что все-таки надо, вот в случае, если это все передавать как работы из Civil, надо, чтобы проектировщики довольно хорошо знали, какие работы им передавать. Ну, то есть, когда я там сижу в сметной программе, и у меня перед глазами база, и, например, там укладка железнодорожного пути только на железобетонных шпалах, там 3, 4, 5
подпунктов, в которых еще сидит расценок по 8, потому что они бывают там по 12,5 метров, с такой-то эпюрой, с такой-то эпюрой. Ну, тут вот, мне кажется, чтобы проектировщик, у него тоже было какое-то видение по составу сметной базы. Вот. Ну и, естественно, проектировщика еще учить сметной базы, это сложновато. Вот. Но у меня в целом остальное добавить нечего. Тут Александр все рассказал, что да как делать. Понятно. Ну вот по поводу проектировщика, который не должен знать сметное дело, мы с вами абсолютно согласны. Но вот есть некое решение, у нас уже реализованное, когда сметчик делает некий классификатор, некие коды и названия. И в этих кодах и названиях, ну, коды они произвольные, а в названиях четко написано, вот это железнодорожный путь с такими-то на железобетонных шпалах, такой-то длины и так далее. В общем, понятно, что было. И вот если этот код привязать к проекту, сейчас это реализовано в Revit, хочется и здесь что-то сделать. Если этот код к проекту привязать, то программа потом автоматом раскрывает вот этот код в одну или несколько соответствующих сметных норм. Но вот чтобы это работало, нужен объем. Вот, допустим, я возьму, повешу вот этот код, понятный проектировщику, и под него сметчик уже запихнул нужные нормы, на какой-то элемент в Civil. И вот пока я далеко не уверен, что вот этот код, что из Civil можно будет достать необходимые объемы. То есть вот тут начинается вот это все, о чем мы говорили. Здесь объем есть, здесь есть площадь, и все это достаточно сложно и неоднозначно, к сожалению. И все может быть еще и плоским, к тому же. Вот Тут скажем, вопрос, что из плоского мы можем меньше достать, чем из объемного, но проектировщики все-таки сдают проект через госэкспертизу, а объемное там не принимают, к сожалению, пока что. ну это пока. Скоро не будут принимать плоского. Плоское. Ну, хорошо. Понятно. А вот скажите, коллеги, все-таки есть какой-то там усредненный стандарт работы в Civil, или в каждой организации кто-то что-то свое придумывает, и это все сильно отличается? Но я с другими не сталкивался, но у меня все по-своему, как я придумал. Коллеги, я, наверное, выражу свое мнение по вопросу. Мне кажется, что многие компании сейчас по-своему решают вопрос того, что они получают в результате. Как мне кажется, подходы бывают разные, но зачастую конечная модель, которую они, точнее, конечный результат, который передает в сводную модель, это твердые тела. Они бывают разной геометрии, там разные принципиальные деления у них есть, но это именно твердые тела. Даже те же самые поверхности, вот, которые Саша показывал, свое дорожной одежды, это все равно твердые 3D тела, солиды, то есть. Понятно. Ну, может, чуть добавлю. Вот Саша тут на самом деле показывает хорошую штуку. Но не уверен, что она тоже сильно поможет. Вот, по поводу 3D тел, нет, Юр, здесь я с тобой не соглашусь. Мы недавно делали проект для Ростех, я, кстати, Шаут про него рассказывал. Там Алексей Куренков как раз поднимал модель. И там все покрытия были выполнены поверхностями. Ну, я тоже, помнишь, вчера проговаривал. То есть поверхность была поверх покрытия,
И по низу каждого слоя. Тоже также у каждой поверхности был написан какой-то материал. Был заложен толщина, и через формулу считалась площадь поверхности, умножалась на толщину, получался метрика объем. То есть объем какого-то материала. Таким образом. Но это уже то есть не какой-то фиксированный, да, атрибут, не системный. И тут случайно описался, вместо, короче, 0 лишний убрал и получил в 10 раз больше материала. То есть от таких вещей как бы мы не застрахованы. По поводу того, как бывает в других организациях, по-разному, но какого-то единого стандарта нет. Вот у нас сейчас есть этот BIM стандарт инфраструктура, там вот все то, что вот, описывали, этого там еще не описано, и я надеюсь, что в третьем стандарте это все опишется, но когда это будет, еще непонятно. Поэтому сейчас на данный момент я могу, наверное, так сказать, 95% рынка проектировщиков, те даже кто в Civil работает, они вот этими вещами не заморачиваются, никто с модели там ничего не считает, а считают все ручками. Ручками текст посмотрели, в таблицу вписали. Это не чтение данных с модели, а именно, ну, то есть какое-то человекопеределывание всего процесса. Вот. Здесь, говорю, разница просто, ядро совершенно другое. То есть в Revit у нас есть хотя бы категории. И мы, просто выбрав элемент, мы понимаем, это стена у нас или это окно. И мы это никак не перепутаем. А здесь у нас просто 3D тело. И 3D тело может быть дерево нарисовано, может быть слой дорожной одежды нарисован, может быть разметка, может быть дорожный знак. И это все как бы тип элемента будет 3D тело. Других как бы опознавательных знаков у него нет. Ну, опознавательный знак, чтобы компьютер, да, как-то автоматически, если, допустим, пользователь это не задал, да, с помощью наборов характеристик там или имени слоя, либо еще куда-то, то есть автоматом для компьютера это вообще неразличимый объект. В этом Ну, большая сложность. это понятно, что для компьютера это неразличимый объект, но вот если к сметчику приходит некая информация, вот в первой строке написано там условно котлован такой-то, дальше там в колонке написано объем такой-то, и в примечании написано, что это условно категория грунта, там третья, неважно, то тогда сметчик уже на это посмотрит и сам сообразит, что с этим делать. А если в следующей строке написано, что следующее тело это не котлован, а какая-нибудь дорога, то сметчик тоже сообразит, что это такое. Да. То есть мы же не хотим вот так вот, мы не гоняемся сейчас за большой красной кнопкой, чтобы нажал ее и получил готовую смету. Мы хотим добыть из проекта максимум информации, дать ее сметчику и дать сметчику эффективные средства подцепить к этой информации соответствующие сметные нормы и автоматом посчитать объем. Задача вот такая пока. Ну, так, сейчас, может, секундочку, Саша, ты хотел экспортировать файл, сохранить и не открыть, тебе открыть на файл, тогда ты сможешь найти этот файл. Пути ты правильно смотрел. Вот. По поводу инструментов, единственным сейчас, ну, по крайней мере, который я вижу, этот инструмент, видишь, ты сохраняешь его, тебе надо открыть. Вот. Единственным средством, которое я вижу, это, ну, вообще в Civil есть несколько типов, куда мы можем вот эту информацию вводить. Это Object Data, Object класс, но они точно так же к элементам привязываются, точно так же пользователи вносят какие-то данные, тоже можно таким образом реализовать. Вот, Юр, помнишь, ты тогда рассказывал, у тебя коллега делала по классификации модели. Вот, это тоже таким же образом можно данные вносить. Ну, я говорю, просто именно, да, получается, что, говорю, наш процесс в нашей компании, они построены так, что мы формируем вот эти модели и передаем их в NACE, ну, потому что не бывает такого, что в рамках одного софта решается проект. Это всегда обычно комбинация кучи софта. И поэтому мы не можем только в одном софте посчитать там сметы и сидеть довольными, улыбаться. Собираем модели из разных софтов, не всегда только Autodesk. Ну, за счет того, что мы заранее на старте определили, какие атрибуты и метрики нам нужны, на входе проверили, что эти атрибуты содержатся, как вы говорите, да, что там у элемента написано, что это котлован. У другого, ну, у него хоть что-нибудь должно быть написано, чтобы мы потом могли это отделить, что это либо дерево, либо котлован. Если это есть, то мы с этим уже элементами можем дальше работать и можем определять, куда их нужно вносить. Ну, вот здесь я как бы вот
помните, показывал в начале, Nevis, это рабочая книга, она же как раз формируется по тем атрибутам, которые люди внесли заранее. А наша задача здесь методологически задать им, что введите вот в эти 5 свойств, остальные вещи там автоматом рассчитаются, и если эти вещи заполнены, то, соответственно, все окей, и ну, там уже как бы в любом виде, там вы в своем софте сделаете, кто-то в NES это все переведет, кто-то в Excel экспортирует, там все причешет. То есть, ну, как бы, главное, чтобы эти данные там были. Данные туда вводит единственный человек, автоматически сказать, что чтобы конкретный набор данных конкретными физическим, да, элементам присваивались, там, к дереву или к проезду, корректно, чтобы это было. Вот это сделать, ну, я считаю, что невозможно. А вообще, вот, да, процесс таким образом работает. Понятно. Ну что ж, хорошо. Так, Юр, можно еще буквально 5 секунд? Посмотри, ты помнишь, тогда забыл Александр, тоже фамилия, не помню как. Ты с ним тоже проводил, делал вебинар, он про Object Data рассказывал. Шаров. Да, Александр Шаров, вот. У Да. него тоже хороший, шикарный инструмент тоже по внесению данных в элементы модели. То есть то, что там любые элементы, по-моему, можно вносить. Может тоже здесь как бы вот этот опыт поизучать, посмотреть, и здесь тоже может пригодиться. Да, при этом это, если не ошибаюсь, стандартный функционал тоже Civil, Object. И вот сейчас Александр Юдин тоже показывает у себя в Civil непосредственно функционал статьи расхода. То, что можно к любому элементу привязать любую статью некоторую. Возможно, это тоже некое связующее звено, которое можно соединить с метой, непосредственно наши, которые нам требуются, и элементы Civil. При том, что, Саша, я правильно понимаю, у тебя получилось 3D-тело привязать вот к шлаку 409-9013, если не ошибаюсь, ты выбирал. Я не уверен, что получилось. Вот, но... Посмотри, там вверху ты можешь скрывать ее, вот где там вверху лампочки, вверху. Ага, вот здесь Да-да. ты можешь вот подсветить, которые выделены, ну вот, поиграться с этими элементами, сними выделение с объекта. Оно может в режиме в 3D просмотре. По-моему, с 3D телами это не работало. Она работала, по-моему, со штриховками, с блоками, с линиями, но это не точно. Я этот инструмент... Вот на блоке у меня точно получалось накинуть Да, да. 3D тела, да. Блоки линии, он работает. Но, говорю, вот этот инструмент, он был прикольный, но он уже лет 10 вообще никак не развивается. Видимо, тот человек, который это запустил, с Autodesk уволился, и вот он так и тупиковым остался. Пришел другой человек и начал топить за другой инструмент и другой инструмент развивать. Этот бросили по пути, хотя он тоже, в принципе, хороший, но не доведен до конца. Этот инструмент, про который я рассказывал, набор характеристик, тоже хороший, но тоже не доведен до конца. Вот, но над этим хотя бы работают. Вот этот набор характеристик, и вроде как там есть потуги, чтобы сделать что-то лучше. Саша, попробуй сейчас вот эту статью расхода, которую ты назначил, вот навести, нажать правой кнопкой и выделить назначенный, там есть какая-то, выбрать объекты, да, вот, Да, видишь, Все там выбирай. назначилось. Но метрика главное, чтобы она считывалась. Просто где она будет отображаться и как это выбирать. Ну да, здесь уже сложнее, по-моему. Там надо выводить ведомость, которую вот здесь вот можно вывести по статье расхода, и уже только тогда ты ее увидишь. Да, вот, Сань, зайди в этот формулу, пожалуйста. Здесь, кстати, да, вот можно как раз, наверное, реализовать тот способ, про который ты вначале говорил. Про 5 сантиметров и вот эти слои дополнительные. Вот, да, что-то какие-то штуки сложные, наверное, пошел. наверное. Свойства, да, забей. Вот, видишь, тут объема нет. То есть, если у тела, ты объем считать не сможешь. Остальные, ты как бы можешь эти объекты. Подожди, это блок. Сейчас попробуем. Давай. Это у тебя блок в виде 3D тела? Нет, ты как бы задаешь этому, нет, не считается.
Здесь, помните, тогда Стас Павловицкий в чат выкладывал, что можно менять вот этот формат выведения отчетов. То есть после того, как мы вот эти объекты назначили, мы можем тоже по ним сформировать в нескольких видах как отчеты. И вот эти характеристики, свойства, которые есть, они могут быть просуммированы, либо также поэлементно выведены. Вот, это тоже можно сделать. Файл называется XSL. XSL, да. Сейчас надо посмотреть в чате, я найду это сообщение. Я помню, что Стас про это говорил. Так. XSL. Да, вот, все. Угу. Вот. Customizing Seal 3D Reports. Так, сюда тогда в чат скину. Я сюда давайте в чат скину и в наш телеграммовский переписку скину, чтобы она осталась. То есть можно вот эти штуки тоже поковырять, посмотреть, что там получается. Вот то, что Саша делает, она как раз будет выводиться по тем XSL форматам. Не, Сань, ты не то, по-моему, нажимаешь. Другой надо отчет делать. Вот на ведомости ты Я не про это, я нажимаю на то, что ты скинул на втором мониторе. Не, тут просто это вычислить объем показано. Ты нам просто одно, видимо, окно шаришь. Нет, это другое, Нет, это тут, Петроса. Вот стревите, вот здесь. Вот это все варианты, вот не спеши, вот транспорт, дизайн, интерфейс. Вот видишь, у тебя detailed count, detail linear и так далее. Вот эти штуки как раз можно редактировать. Ну и вот он тут посчитал сколько чего. Да. Но я говорю, вот это круто было там лет 10 назад. Сейчас это не круто. Ну, такой вот вариант получать информацию. Так, все, в Telegram тоже скинул. Ну, прям конкретно то сообщение, где там Стас об этом писал. Может, там нить рассуждения тоже какая-то была. И можем будет вернуться. Ладно, коллеги, мы уже 1,5 часа это общаемся. Может, давайте там подведем какие-нибудь итоги. Александр Матвеевич, как думаете, получится с чем начать работать, запустить что-то вам может? Ну, в общем, ситуация более-менее стала понятнее, чем час назад. Но, конечно, надо еще разбираться. Кто-нибудь пробовал через API автокадовские к этому стучаться? Там же можно свои программы писать. Можно, но времени нет. Ну вот мы с API автокада много работали, но не в эту сторону, не с Сивилом, чисто с автокадом. Можно будет попробовать посмотреть, что там можно добыть. Ну, по сути дела, вот эти формульные характеристики, мы же как раз именно через API обращаемся. Да не совсем это. Это ближе к каким-то макросам. В API там возможности на порядок больше. Ну, может быть, это COM API, не Net API, а COM API. То есть оно нигде у нас не описано. У нас же ссылки-то, референсы идут только на Net API. Вот. Но по большому счету, так классы называются у нас одинаково, то часто совпадает одно. Можно там подсмотреть и здесь подставить, но не всегда. Ну да. Ну хорошо. Еще смотрите, так, Саша, ну раз у тебя пока включен, пакет адаптации, если у тебя есть, там как раз Юра прикладывал программу, которая позволяет свойства и методы смотреть объектов. Так, ага, Сань, ну как так-то? У тебя нет пакета адаптации.
Александр Матвеевич, если не ошибаюсь, все вот свойства, которые Саша сегодня показывал, они доступны через API, через CVOps, и с ним на самом деле работают. Я, когда общался с программистами, которые, в принципе, делают всякие примочки на Civil, они через него стучатся и все вот штуки себе делают, в том числе и различные ведомости разного типа. То есть, если вам нужно, вы сможете найти необходимую характеристику любого элемента. Но, опять-таки, если это поверхность, то объема у нее нет, так как Есть. Смотри, то есть ты выбираешь, да, вот этот объект, вот, и вот он показывает все свойства. Ну, это дамп. Вот он все здесь показывает, что знает, что умеет. Да, у него есть вот такие surface analysis, и как раз данные находятся вот, по-моему, здесь. Или statistics, да, statistics. Вот, видите, statistics. А дальше через statistic точку ты уже обращаешься. Где. да. Вот. Ну, давай сейчас любую. Так, statistics, площадь. Вот она, площадь. Statistics и вот точка area. Ну, вот это как бы бессмысленная штука, ее убираем. Вот statistics area. И вот все, мы, получается, то есть объект получили по хендлу, получили его статистику и получили конкретное свойство. То есть вот это именно как раз через API идет, com-API. И, ну, вот говорю, если пакет адаптации у вас установлен, Юра сюда вот это засунул полезную утилиты, вкладка у нас, и вы вот этой штукой можете посмотреть, какие у нас объекты здесь есть. Все, ну, то есть методы и свойства, они здесь вот, все для конкретного объекта. Видите, тут прописан объект. И все. Команда называется dump. Понятно, да. Интересная штука. Ну хорошо, с этим все равно надо разбираться. Ну что ж, коллеги, спасибо большое. Да, и я хотела спросить, на чем мы сегодня останавливаемся тогда в этом плане и какие там наши дальнейшие действия? Ну, дальнейшие действия. Пока я сразу сформулировать их, наверное, не могу. Надо поговорить с нашими программистами, которые с автокадом много возились. Может быть, там удастся что-нибудь сделать. Но такое впечатление все-таки, что вот напрямую какой-нибудь там объем котлована может просто и отсутствовать в проекте. Мы его не достанем. И это уже все равно, что передавать его в Nevis, что добывать его из автокада. Если он есть, так он есть, а если его нет, ну, значит, его нет. В общем, пока информация для размышления получена, а что из этого будет следовать, я пока не готов сказать. То есть, если это будет разработка какая-то серьезная, ну, надо тогда понимать, все-таки, понимаю, ну, чтобы в это влезать, это очевидные трудозатраты, время, средства и так далее. И если не будет уверенности, что в принципе оттуда можно что-то выцарапать, ну, тогда, соответственно, это становится... Ну, смысла нет копать, если понятно, что там внизу ничего нет, вклада нет внизу. Так что надо посмотреть поподробнее, прежде чем принимать какие-то решения серьезные по разработкам. Надо поподробнее посмотреть. Давайте, может быть, завтра там или когда-нибудь в понедельник я тогда вам напишу, что там, что можно будет с этим сделать, и примем решение какое-то. Хорошо, спасибо. Ну что, коллеги, спасибо большое. Все, вам спасибо. Пока. Массу информации получили. Отлично. Коллеги, большое спасибо, что выделили время поучаствовать. Я думаю, что мы еще соберемся, когда Александр Матвеевич придет к каким-то выводам относительно. И появятся новые вопросы, то если вы будете не против, обсудим с вами и их в дальнейшем, чтобы прийти к правильному решению и сделать все нужным образом. Согласен.
Да, спасибо. У нас вот такая команда Александров сегодня образовалась. И мы с Юрой. Так что благодарим вас всех за выделенное время. Было очень интересно послушать, и действительно много всего стало понятнее, в принципе. Смотрите, Ну, с у точки нас, зрения того, что делается в Сивиле. у нас все приглашенные специалисты начинаются на «аль». Да, видимо, от слова автокад. Наверное. Ладно, Или коллеги. даже Autodesk тут предлагает. Да. Ну, Ну все, коллеги. Да, спасибо всем. Автоматизация. Надеюсь, Спасибо встреча всем, Спасибо хорошего всем. вечера, всего Всего доброго. доброго. Все, спасибо, до свидания. свидания. Всем До пока, до свидания. свидания. Пока-пока. До свидания.